Здравствуйте, друзья! Правда о зарплатах в СССР. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Зарплаты людей в советское время насколько отличались в СССР у чиновника и рабочего. В Советском Союзе экономика была совершенно иной, если сравнивать ее с современной российской. Распределение средств происходило иначе, чем сегодня. Простой рабочий на заводе нередко получал более высокую зарплату, чем представители руководства, инженеры и прочие. О том, какие были в СССР зарплаты чиновников и прочих служащих и рабочих, я вам и расскажу. Несмотря на то, что официально стать миллионером в советское время не мог никто, все же был круг людей, который вел более шикарный образ жизни. Речь идет о членах политбюро и некоторых более мелких чиновниках. Эти люди имели возможность отдыхать на государственных дачах, разъезжать на служебных авто и есть вкусную еду. Однако на этом их привилегии заканчивались, так как открыто иметь много денег, недвижимости или иных благ не позволялось никому. Чиновники СССР зарплаты получали высокие, но не самые. Помимо привилегий, всем советским чиновникам и зарплаты полагались высокие. Так, труд Егора Лигачева и Николая Рыжкова оплачивался ежемесячно в 1200 рублей. Самыми богатыми в СССР были дипломаты, которые не только хорошо зарабатывали, но и имели возможность ходить за границу, а также привозить оттуда любые вещи, продукты и даже автомобили. Если сравнивать с зарплатами современных спортсменов, то те деньги, которые выплачивались советским футболистам, хоккеистам и другим спортсменам, могут показаться незначительными. Однако на те времена они считались целым состоянием. Так, стандартная зарплата футболистов «Динамо» составляла 250 рублей. Это при том, что за каждую победу участники команды получали вознаграждение еще в 100 рублей. Нередко футболистам присуждались премии, которые сопровождались денежными выплатами. Зарабатывали они и на получение призовых мест в кубках и чемпионатах. Прославившимся спортсменам выплачивали деньги за выслугу лет. Олег Блохин, заслуженный мастер спорта и майор милиции, в одном из интервью вспоминал, что получал 340 рублей каждый месяц за выслугу лет и за звание заслуженного мастера спорта. Интересно, что в разных клубах зарплаты и иные вознаграждения отличались. Так, самый маленький доход получали участники «Зенита». Но в целом советские спортсмены имели высокий доход, который позволял им покупать личные автомобили, а нередко получали транспортные средства в виде приза за победу. Выигранные автомобили чаще всего продавались спортсменами, так как многие из них предпочитали авто более высокого класса. Главное отличие оплаты труда в Советском Союзе и в современной России состоит в том, что хорошие зарплаты выдавались обычным рабочим – токарям, слесарям, строителям и другим. Конечно, для этого нужно было стать настоящим специалистом своего дела, чтобы получить добавку за квалификацию и премию. Однако это не составляло труда для большинства мастеров своего дела, которые нередко получали зарплаты даже выше, чем их же начальники. В советское время зарплата токаря-мастера могла быть сравнимой с чиновничьей. Самые топовые работники в СССР могли получать от 500 до 1000 рублей, причем они имели дополнительные льготы, направленные на получение жилья, отдыха в санаториях и другие привилегии. То есть квалифицированные советские рабочие жили не хуже, чем те же чиновники и спортсмены, что для современного человека кажется чем-то нереальным. Отдельно стоит упомянуть такую категорию работников, как космонавты. Эти люди считались настоящей элитой, так как получали баснословные по тем временам зарплаты. Конечно, они не идут в сравнение с зарплатами современных отечественных и иностранных космонавтов, но все же такой доход позволял работникам космической промышленности в СССР вести безбедное существование. Каждому, кто побывал в космосе, полагался личный автомобиль, к которому оплачивался бензин, путевки в санатории и иные льготы. Самый большой доход среди советских космонавтов получал, конечно же, Юрий Гагарин. Однако, хоть зарплаты и были высокими, пенсии советских космонавтов почти не отличались от обычных. Полученные в процессе службы средства приходилось копить, чтобы обеспечить себе безбедное существование в будущем. Хорошо жили в СССР и те, кто работал на так называемых вредных предприятиях. Особенно это касалось шахтеров-проходчиков, чьи зарплаты могли достигать 1000 рублей.
Шахтер со стажем получал еще больше, а при наличии доплат за стаж, выработку и партийность и так далее, итоговый доход мог значительно быть выше. Высокие зарплаты были у всех, чей труд представлял какие-либо риски для здоровья. На всякий случай поясню, что такое 1000 рублей в советское время. На 1000 рублей можно было купить отличный мотоцикл того времени Иж Планета Спорт. Помимо официальных зарплат, работники в СССР могли получать дополнительные бонусы. Это так называемые блатные профессии в области нефтегазовой и лесной промышленности, которые не только хорошо оплачивались официально, но и приносили своим представителям различные вознаграждения, льготы, подарки в виде бытовой техники, деликатесов и различных импортных вещей. В советские времена это называлось по прямым поставкам. Помимо представителей высокооплачиваемых профессий, неплохо жилось в СССР и тем, кто имел непосредственное отношение к продаже дефицитных товаров. Это продавцы, товароведы, заведующие магазинов, рыночные торгаши, стоматологи, работники швейных ателье и другие. Как ни крути, но СССР был социально направленным государством, которое стремилось помогать своим гражданам во всем, делало их жизнь стабильнее и лучше год от года. А сейчас на самом деле в нашем государстве процветает рабство и унижение множества людей одним кровопийцей-директором. И очень много людей, зомбированных пропагандой телевизора, которые не способны понять истинного положения вещей. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.